Всем привет, с вами Виталий Соколов, и это очередной видеоурок из видеоцикла Delphi игровые алгоритмы. Сегодняшний урок я хотел бы посвятить очередности прорисовки. Я этому не уделял внимания ранее, но думаю, вам будет интересно и полезно узнать о таких особенностях. Итак, для того, чтобы нарисовать какую-то картинку и загрузить ее, вы уже знаете, что нужно делать. Вот у нас, например, сейчас с вами рисуется одна картинка, да? Вот давайте предположим, что это у нас таки текстура травы. И мы хотим нарисовать, например, 5 на 5 клеточек заполнить. Или давайте 5 в ширину и 4 вниз. Что для этого нужно сделать? Дело в том, что рисовать тогда нам придется в цикле. И давайте переменную и мы будем использовать специально для иксов. Это будет координата x. Мы ее будем брать от 0 до 4. То есть в итоге получится до 5, потому как 0 у нас тоже считается. Что в этот момент будет происходить? Вместо цифры 0 по x мы будем подставлять и. Но чтобы у нас картинки рисовались рядом с друг другом, нам нужно будет каждый раз и умножать на ширину нашей картинки. У нас картинки шириной на 64 пикселя. Вот, умножая на 64, мы с вами увидим вот такую вот линию. Видите, у нас все нарисовались рядышком. То есть нулевая картинка в координате 0, первая картинка в координате 64, третья, точнее, 128 и так далее. Плюс 64 каждый раз получается. И если мы хотим, чтобы еще и вниз таким же образом происходило, то делаем точно так же, но здесь до 3, чтобы у нас 4 вниз было, а не 5, как до этого. И здесь уже J нужно будет умножать тоже на 64, так как у нас и высота, и ширина клеток одинаковые. Смотрим, что у нас сейчас получится. И здесь меняем на J, потому как нельзя две переменные использовать в одном цикле. Пробуем запустить. Смотрим, вот у нас нарисовался с вами целый квадрат. Нужно будет сделать больше или меньше ширину, высоту. Это мы можем с вами подбирать на любой лад. Вот сделали больше, видите, да? Каким же образом происходит прорисовка? То, что у нас вот здесь вот нарисовалось, оно все находится рядом с друг другом и рисуется в данный момент следующим образом. У нас сначала меняется координата x, а потом уже координата y. Что из этого следует? У нас берется координата x0. И потом мы пробегаемся по координате y от 0 до 5 и расставляем картинки. То есть получается, что у нас рисуется вот первая картинка, потом идет вторая по y, третья, четвертая и пятая. Потом мы переходим ко второму столбцу и опять первая, вторая, третья, четвертая. К третьему столбцу и снова так же само вниз. Если мы с вами поменяем и ж местами, сделаем вот так, тогда мы будем брать уже сначала строку J, пробегаться по ней по иксам, потом брать вторую строку и пробегаться по иксам, третью строку и так далее. Когда вы рисуете квадратики рядом с друг другом, это особой роли не играет. А вот когда у вас картинки начинают налегать друг на друга, вот здесь уже появляются некоторые особенности. Вот давайте рассмотрим на примере прорисовок картинок елочек. У меня есть переменная L или елка, кому как будет угодно, которую мы сейчас так же само попробуем нарисовать. Для начала попробуем нарисовать в одну линию. Так, J мы пока трогать не будем. Будем в координате 64 рисовать по Y. И у нас будет меняться, да, и рисоваться будет елка. Хорошо, пробуем нарисовать. И смотрите, у нас все елочки нарисовались рядышком, друг возле друга.
Кстати, плоховато видно, предлагаю елочку заполнить другим цветом в Paint, чтобы она как-то выделялась. Сохраняем. Вот сейчас, если запустим, вот наши елочки, теперь они лучше выделяются на фоне. Как видите, они тоже нарисовались рядом. Допустим, мы хотим, чтобы елочки были ближе друг к другу, и они залазили друг на друга. Тогда получится следующий эффект. Мы умножать будем не на 64, а, например, на 50. Теперь, если мы запускаем, вы видите, что левая сторона елочек находится ближе, чем правая. То есть каждая правая елочка, она находится к нам ближе. А что делать, если вам нужно, чтобы наоборот? Как раз таки каждая левая была ближе, чем правая. А так получается, вот самая дальняя елочка, вот самая ближняя к нам. Если смотреть по тому, как они друг друга перекрывают. Закомментируем наш предыдущий код, и теперь нам нужно будет воспользоваться циклом while. Дело в том, что теперь уже переменная i у нас будет не увеличиваться, а уменьшаться. Если у вас переменная уменьшается, тогда нужно воспользоваться другим циклом. Я люблю пользоваться, например, циклом while. Итак, смотрим. Мы присваиваем сначала 9 номер нашей i и смотрим. До тех пор, пока i больше или равно нулю, мы рисуем в этих самых координатах наши елки. И каждый раз после прорисовки мы i уменьшаем на единицу. Dec это как раз таки уменьшение на единицу. То есть получается, мы теперь начинаем рисовать с каждой правой и начинаем левее, 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 левее. Уменьшаем каждый раз нашу координату x. Ну, в данном случае это переменная i. Если мы запустим, то смотрите, теперь самая левая елочка ближе всех, потому что она перекрывает собой все остальные елочки как бы. С этим разобрались, да? Теперь смотрите следующее. Что если нам нужно и переменную j использовать, то есть в несколько рядов у нас идет наших елочек. Вот берем нашу j тоже, и теперь j будет умножаться тоже на 64. Даже не так. Мы возьмем вот сюда, внутрь цикла поставим. Вот у нас сколько елочек получилось. Давайте это даже сильно много. От 0 до 1. В 2 ряда прорисуем. Или вот так, от 1 до 2. Вот теперь мы с вами видим, что у нас есть первые елочки, и поверх них рисуются сверху вторые елочки. Вот эти вот. То есть дальние елочки правильно перекрываются нашими нижними елочками. Это хорошо. А если же мы хотим, чтобы дальние елочки были ближе к нам и перекрывали наши нижние елочки, это в принципе неправильно, но может кому-то будет нужно. Тогда нам нужно будет дважды использовать цикл while. Этот цикл while будет внутри другого цикла. То есть мы j здесь присваиваем 2, смотрим, пока j больше или равен 1, мы производим прорисовку и уменьшаем наш j. И когда все j будут прорисованы, тогда у нас и уменьшается, и мы снова все повторяем заново, заново, заново. Запускаем. Вот, вы видите, теперь верхние елочки у нас выглядывают над нижними. Где вам может пригодиться именно вот такой вот алгоритм прорисовки? Например, у вас будет локация какая-нибудь пещера, и сверху у вас будут некие такие горные сосульки, например, свисать. И тогда нужно, чтобы сначала рисовались те, которые ближе к нам и выше, а за ними рисовались те, которые дальше. И тогда будет такой эффект, как будто ваша пещера уходит вглубь, а сосульки, они у нее везде. Поэтому и здесь тоже вам это может все пригодиться. Так, ну а так по очередности прорисовки вроде все рассмотрели. Также, что стоит отметить, если у нас сначала рисуется текстура нашей травы,
а потом рисуются наши елочки, то мы с вами елочки видим, потому что они рисуются уже после. Все, что рисуется после чего-то, оно будет находиться ближе к нам. Что позже нарисовали, то ближе. Что раньше нарисовали, то от нас дальше. Если мы с вами сейчас текстуры нарисуем позже елочек, то текстуры с собой полностью закроют все елочки, и елочки мы с вами не увидим. Смотрим. Вот, елочки на самом деле они рисуются, но они находятся под текстурами. Поэтому не путайте такую прорисовку. Вот текстуры, они ниже всего должны находиться, значит они рисоваться должны раньше всего. Чем раньше вы это поймете, тем лучше, и потом вам легче будет находить ваши ошибки. Так как логически у вас будет нарисовано все правильно, а елочек вы, например, не увидите. Так, ладно, всем пока, спасибо за внимание, с вами был Виталий Соколов.